Приветствую всех на канале Горизонт событий. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на Филиппинах. Жители прибрежных районов эвакуировали из-за угрозы цунами. Землетрясение произошло на острове Минданao, на юге страны. Это привело к эвакуации некоторых населенных пунктов. Также предупреждение о возможности цунами получили жители юго-западного побережья Японии. Филиппинское сейсмологическое агентство FIVOLX сообщило, что волны высотой до 3 метров могут дойти до побережья к полуночи по местному времени. Позже предупреждение о цунами было отменено. Американские специалисты отметили, что угрозы разрушения от цунами уже нет. Исходя из всех имеющихся данных, угроза серьезного цунами, вызванная этим землетрясением, уже миновала, заявили представители системы предупреждения о цунами в США. Власти Филиппин заявили, что часть людей, живущих у побережья в провинциях Суригоа-дель-Сур и Восточный Давао, должны немедленно эвакуироваться. Сейчас есть данные об отключении электричества и повреждениях зданий, но данных о разрушениях нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в этом районе уже произошло более дюжины повторных подземных толчков, самый крупный из которых имел магнитуду 6,4. По данным, произошло сразу 3 землетрясения магнитудой от 7,5 до 7,6. Затем было еще одно магнитудой 6,9. В общей сложности за 2 часа произошло подряд 22 землетрясения магнитудой от 5 до 7,6. Трасса М5 Урал на фоне обильного снегопада уже не первый день стоит в многокилометровых пробках. Из-за непогоды ограничения на движение грузовиков, автобусов, маршруток и такси ввели в Челябинской области и Башкирии. В ГИБДД по Челябинской области предупредили, что из-за снега лучше перенести поездки по федеральной трассе. Ограничено движение на участке с 1548 по 1779 километр автодороги Москва-Челябинск. Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева для водителей, застрявших на дороге. Несколько европейских аэропортов отменили или задержали рейсы из-за снежного шторма, который также помешал работе общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии. В аэропорту Мюнхена заявили об отмене всех рейсов до 6 часов утра воскресенья, тогда как изначально планировалось, что самолеты не будут летать только до полудня субботы. Об отмене или задержке рейсов также сообщили в других воздушных гаванях региона, в том числе в аэропорту Цюриха. Самая тяжелая ситуация в Мюнхене, где не ходят поезда и трамваи, метро и пригородные поезда работают с перебоями. Из-за упавших деревьев много жителей по всей Баварии остались без электричества. Также ранее сообщалось, что был отменен запланированный на субботу футбольный матч в Мюнхене между командами Бавария и Унион. В соседних Швейцарии и Австрии власти предупреждают о высокой угрозе схода лавин из-за сильного снегопада. Также австрийская железнодорожная компания АУП заявила в субботу днем, что несколько участков железных дорог по всей стране закрыты из-за шторма. Тем временем в Чехии основная автомагистраль Д1 и несколько других дорог оказались заблокированы на протяжении нескольких часов. Было приостановлено или отменено движение поездов и публичного транспорта. 15 тысяч домов остались без электричества. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к северо-западу от города Читтагонг в Бангладеш. Камеры видеонаблюдения зафиксировали силу тряски в этот момент.
пока данных об ущербе не поступало. Сильные наводнения обрушились на деревню Нахику на острове Мауи-Гавайского архипелага в центральной части Тихого океана. Причиной наводнения стали продолжительные проливные дожди в регионе. Сильный снегопад прошел в округе Лахаул индийского штата Химачал-Прадеш. В результате оказались заблокированы дороги. Накрывший арабский регион циклон принес сильные дожди в Оман. Сильно пострадал город Рустак. В результате большого количества выпавших осадков город накрыли наводнения. Улицы превратились в бушующие потоки воды, сносящие все на своем пути. Также наводнения накрыли и Аль-Хабуру. В результате оказались размытыми и блокированными десятки дорог. В Пенсильвании продолжается степной пожар вблизи Ван-Хилл-Роуд. Площадь возгорания составляет 60 акров. Лесной пожар бушует вблизи Кильпуэ в Чили. Местные власти просят жителей быть предельно осторожными и быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. Спасибо за просмотр.